Мы почти все из этого знаем. Вот этот вот только овощ чау-чау, как кабачок Лакшан говорит. Картошка красная, вот вообще какая-то. Ну, все есть, и редиска, капусты валом есть. Много всего, смотрите, сколько. Баклажаны маленькие. Да, это все вот выращивают на этих плодородных землях. Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса. Кто этот человек? Вот он, Цейлон. Солнца нет, но вы же понимаете, как все равно это красиво. Покажу, как собирают чай. То, что вы видели в своих телевизорах, в рекламе. Вот как это происходит. Morning. Доброжелательные чаще всего люди, машут, улыбаются. Ну, редко такое бывает, как на Занзибаре, там сфоткался, ой, дай денег, ты со мной сфоткался, знаете. Ну, позитивные люди, работают, главное не мешать, сказали просто. Вон там вдалеке, видите, тоже красиво. Ну вот, собственно, уже собранный урожай. Потом это все сушится, измельчается. Ну, мы побываем сейчас по дороге, как раз мы на чайную фабрику. Там все покажем и расскажем, как это все выглядит. Все, бабло привалит, значит. Кошелек второй найдешь ты. Птичка. А, блин, улетела. И похоже на волосы попал, да? Да вроде нет. Поближе, кто не видел, простые кусты, вы бы визуально, наверное, не отличили бы от других. Срывают вот верхние, видите, кусочки, собирают прям сверху. Ну, а подробнее будет дальше. Как собирают, какой срывают, почему он зеленый, почему он черный, почему он сильвер, белый и так далее. Краткая информация. Вот цветок, он уже распустился, видите, и появляются бананы. Потом Лакшан говорит, что 2-3 раза он дает такой урожай, пальму нужно срезать. Из этого же места, то есть из этого же корня, да, растет новая пальма. Да. То есть пару раз дает урожай всего лишь пальма. Ну, я знал, что она там чуть ли не одноразовая, но вот оказывается там 2-3 раза может дать урожай. Потом нужно срезать, и с этого же места растет новое дерево. Здесь прям как куст. Я первый раз вижу, что так много прям с одного. Вот цветок с бананами. Все, погнали. Дальше. Мы едем пока по серпантину. Чувак нам предлагает цветы уже 3-й раз, один и тот же. Успевает пешком сбежать. Ну это просто жесть. Это уже мы 4-й раз его встречаем. И он именно увидел и быстрее спускается, пока мы едем по серпантину. Смотри, опять он бежит. Вон опять он. Это уже 4-й раз. Это 5-й уже получается. Это жесть какая-то. Как такое может быть? Вообще жесть. Как такое может быть? Так и он опять бежит спускаться и внизу нас опять встретит. Ну это жесть. Типа расчет на то, что типа, блин, нам уже станет его жалко и хоть что-то ему заплатим. Ну если бы хоть, ну да, если бы хоть бы, блин, там продавал что-то съедобное, купили бы цветы нам, ну куда. Ну вот серпантин, представляете какой. И он там сейчас нас опять встретит по-любому. Жесть. Такого еще не видела. Да, ну это вообще, блин. Приключения на ходу придумает чувак нам. Мы уже полчаса едем, херек он опять выбегает. Ну так пешком просто. Вот опять он. Опять стоит. Я бы на его месте сейчас бы сидел бы и курил бы просто, типа. Короче, все, он уже устал. Тут уже, наверное, продумано. Все, ты таки добил. Beri ka ng pera mata dahil nga coaches na kinda.
What's your name? Дилипа. А как часто он продает? Всегда он продает Получается. цветок, да. Да? Он использует 2000. Ага. Ага. Нет, так блин, вот реально съедобное что-то продавал, купили, ну что мы цветы купим. Да давай купим у него цветы, что нам стоит. Да давай купим у него цветы, господи. Чувак, блин, бегает, мне кажется, он тут больше здоровья оставляет, чем. Хэппи-энд. Спасибо. Сразу и здоровье как-то ничего не болит стало, да? Все-таки чувак добил нас. Не, ну красавчик. Бедняга, я вообще не знаю, бегает по жаре, по холмам, сейчас пойдет вверх, час туда подниматься, наверное. Жесть. Красиво, скажи. Да. Не знаю. Нас повеселил продавец цветов, конечно. Не скучно нам было на серпантине кататься сейчас. И мы прибыли на чайную плантацию, на чайную фабрику. Позади меня она находится. Сейчас пойдем слушать, снимать, показывать, вникать. Короче говоря, мы уже были на ней 4 года назад, не на этой фабрике, на другой. Там работала бывшая девушка Лакшана. Вот, кстати, она рассказывала, может, кому интересно будет, я ссылочку оставлю под видео. Но очень красивая вообще дорога, все время взгляд куда-то падает на какое-то очень красивое место, скалы, вот их огородики, они делают, ну, много фермерства здесь, мы проезжали, много что продает. Была еще, кстати, интересно, может, кому-то будет заехать на клубничную фабрику. Там можно попить смузи из клубники, и много там есть кафешка. Короче говоря, все, что из клубники, там могут приготовить, как сказал Лакшан. Мы мимо проехали, но если я был раз на фабрике чая, второй раз можно заехать на фабрику клубники. Было бы прикольно. Имейте в виду, вот на этой экскурсии, если что, спрашивайте у Лакшана, как, что, к чему. И, кстати, да, всегда его контакт я буду оставлять под видео, под всеми экскурсиями, где он принимал участие, ну, в их организации. Короче говоря, вот так. Чай. Индийский чай. Из Индии, да, Калькатта. Не, у нас песня популярная сейчас там. А, первый куст был привезен из Индии? Из Индии, да, из Индии. Серьезно? Из Индии, Калькатта, да. Вот мы чай собираем вот так. А там женщина работает, видели, да? 2 листы и почка. Хорошо? Есть 2 вида, камелия самика, камелия синенсис. 2 вида чая. Одна кусты вот это, хорошо? Вот это самое много, вот такие есть, хорошо? Вот это делит зеленый чай и черный чай. Второй кусты делит белый чай, золотой чай. Хорошо? Да. Вот. Мы не собираем вот такой очень, как это, очень зеленый, да? Старый. Старый. Листы да, мы не да, берем, да. хорошо? А вот такие желтые тоже не берем. Только мы собираем молодой лист, видите? Не зеленый, не желтый, молодой лист, хорошо? Но у нас тут не просто вот это, вот не такие, вот примерно вот такая тоже собирает. Поэтому свое есть плантация, а фабрика нету. А мы все собираем и продавать в фабрике. И там он переделывает. Я вам покажу, как делать чай в фабрике, хорошо? А 80. В день Вот собирает авокадо. 25 килограмм чая одна женщина. Да, 25. Что это? Это авокадо, вот. Это авокадо? Авокадо, вот. Круто. Жена здесь поселится, там палатку поставит, будет жить. А какая зарплата, ты сказал? 800 рублей, 1000 рублей сейчас. 800 тысяч рупий в день у женщины, которая собирает чай. Вот, думайте. Принимайте решение, может, на подработку приедете. Жена, не хочешь подработать по сборке чая? Я хочу пить. Кстати, тут запах чая, вам не кажется, что... Тут запах, да, и прямо зеленый такой, знаешь, ядреный зеленый. Ну да, мне прям чаем таким, вот заварили чай такой, ну, блин, прям свежим вкусным чаем пахнет. Я могу тебе. Хорошо. Ты с нами будешь рядом? Обязательно. Все, супер. Хай. Добрый пожаловать на чайную фабрику. Эта фабрика называется Blue Seal. Плантация 200 hectares. 150 девушка собирает лисы там плантаж. Один сенсина, один день собирает лисы 25 кило. Sri Lanka Trivid chai, Choni chai, Siloni chai and Bieli chai. Choni Siloni Adinakoi plantas, Durgoi process. Bieli Durgoi plantas, Durgoi process. And at the fabric produced Tolka Choni chai, Siloni Bieli Durgoi place. And it's a peer process and Patam separately put in this machine and it's a machine Shushit machine and it's a machine solid person of the short and
эта machine has большой ventilator там, and это ventilator просто горячий воздух шушит листы. And один machine чистит 200 кило шушит, and потом шушит 700 кило. Здесь проходит сушку чай. Все. 3 вида чая: зеленый, черный, белый. Примерно 60% есть воды, вот эти листы. Ага. Вот это половинку, не 100% сушит, половинку сушит. Половину воды Половину убирает да, из листьев. да. Понятно. А я вам там рассказывал, помнишь, есть хорошие листы и плохие листы тоже. Ага. Хорошо? И после А. сушит, только хорошие листы вот так оставить. А вот это, видишь, Понял, понял. это как надо скрутить. Если вот так мы делаем, он сам открывает будет. Ага. Хорошо? Это уже примерно 12 часов мы будем Мгм. сушить. Это целой ночью мы делаем. Хорошо? Жене неинтересно. Ну, Ходит тут были. лицо миной уже. Я Мина спать кирпичом или как там, короче, вы поняли. Так красиво, блин, это... Я Италия. Там туда перемалывать. Ага. Это корошки. Измельчение, да? После 12 часов он кидает под 10. Да, да. После 12 часов. он Там измельчает. первый сколько был? 1200, да? А после сушит 600. Это включили не эту сушку, я так понимаю, да? Это он что, сушиться сейчас будет? Ага, здесь прям... Тепло пошло, вот таким образом он сушится. Ага, понятно. Сколько его? Нельзя снимать? Можно? Да. Прикольно, слушай. Все то же самое, да? в принципе? Lisi and the other screwjob lisi. And at the machine vibration machine and screwjob lisi падать and partial lisi не запускайте. Потом растирает partial lisi еще раз перемалывает. Понятно. Повторно перемалывает, остается большой, а потом повторно большой еще раз перемалывает там. Ага. Он будет всегда скручиваться. Скручиваться. Понял. Понял. Который плохие, он ломается. Ты советуешь покупать всегда чай у нас на родине, который скрученный целый, да? Это слабенький, самый слабый. Это самый чай. слабый, но самый Слабенький, полезный. Полезный, хороший. Все, понятно. And потом мелкий лист fermentácia. Fermentácia naturalini ekisvenia. Потом fermentácia svetku seroma sinus asle. And toka choni chai fermentácia bieli siloni fermentácia. And это потом fermentácia, потом Ага. fermentácia silona list. После ферментации вот такое вот происходит. Да. Вот еще что. Жарко здесь. Блин, а здесь уже... он сушится. Это уже 100% сушка происходит здесь. And это machine divinosi cutting gradus and doasi cutting minus sushi please. Ага. And это machine stoliet machine 100 years old. 100 лет в машине. Сушит при 91 градусе. Сзади механизм такой был. Он внутри вот так и вот так, как зигзаг. Как зигзаг сушится, ага, понял. Это будет 21 метр. Понял. Этой машине 100 лет, и температуру они добывают горением древесины. Это machine next machine 5 extractor machine and это machine rastira stable listing. And потом sushi lisi we put in this box and это roller has electrostatic power, magnetic power and stable adilite прилипает listing не запускается. То есть измельчается и магнитом что-то отделяется. То есть отделяется стебель. Хороший чай от стеблей, которые стебли измельчаются и уходят на удобрение. Потом еще измельчают, сушат. Короче говоря, процессы продолжают доводить до ума весь собственный чай. Вот он на что делится, то есть это их маркировки. Самый слабенький чай. Так. Это первый. Orange Pekoe. Orange Pekoe это тоже слабенький чай. Хорошо? Так. Pekoe это straight крепкий чай. BOP Broken Orange Pekoe. Крепкий чай. BOPF самый крепкий чай. Broken Orange Pekoe Phoenix. Das это порошок, пакетный чай. Хорошо? Да, Потом да. есть мусор. Мусор. Еще очень хороший вопрос, мой любимый вопрос. Вы знаете, do you know принцесса Нури, принцесса Канди? No?
У нас в Украине популярная чай принцесса Нури, принцесса Канди. их все А, знают. там картинка И есть, да, говорят, что вокруг? это из Цейлона, из Индии, говорят. Липтон чай это бренд мировой, его, да, в мире знает. Это принцесса Нури, принцесса Канди. Никто такого первый раз не слышал, на меня смотрит как на идиота. Ну, я 4 года назад просто задал этот вопрос, мы с этого улыбнулись, как бы. Ну, понятное дело, что нас разводят, и понятное дело, что эти бренды выдуманы у нас, вообще в Украине, и все, в принципе. ఇది బియలిషాయి సలతవి సిలబేని పోషకలిసి శూషితవక సొన్సే గోల్డెన్ టీ చికిరి నిజేలి షోన్షోష సిల్ల దుआ నిజేలి షోన్షోష naturally process and это самый полезный чай. Самый полезный. Это Ceyloni chai best fermentation только parent process, steaming process. Disol choni chai это OPA orange pekoe самый большой лист самый слабый. Это best malapom. And это orange peko маленький лист слабый чай. Это best malapom. And это peko screwworth лист это straight чай. Это best malapom. This tea with the milky leafy, the broken orange peko, English breakfast tea, Angliski chai. Это broken orange peko fanis, это крепкий чай, это без молоком, и с молоком тоже. Это восемь крепкий, that's number one. А почему он самый крепкий? Я не понимаю, почему он из-за того, что он мелкий, он хорошо заваривается? Почему он крепкий? Не понимаю. Айяну мейка мечера. Again? Крепкий мукада. Почему он самый крепкий? Почему? Манда миксероне ватрате кайнда. Смотри, вот это, когда ты добавишь горячая вода, Так. он будет время берет. Так. Аккуратно. Ага. Мелкий очень быстро отдает быстро свои, да? дает вот это Все, крепкий, понял. поэтому крепкий. Поэтому он крепкий считается. Понял. Экскурсия по чайной фабрике закончена. Все быстро, оперативно, классно, что не затянуто. Мы здесь на похожей фабрике уже второй раз. Старая машина, смотрите. Все рассказали, все понятно, просто они много говорят, на что делится чай, и вы путаете потом. Если для вас это важно, снимите видео, там были, конечно, знаки о том, что нельзя снимать. Лакшан говорит, без проблем снимай, ничего страшного. Сейчас мы попьем чай, кто захочет, А не надо чай? купит. Здесь можно, конечно же, как всегда, купить чай всех сортов, которые здесь производятся. После обеда мы едем башню. Все, после обеда. Сейчас, после этого обеда, потом башня. Башня как называется? Амбулуабе. О, сложное название. Амбулуабе. Магазинчик красивый. О, прикольно, есть десертики, сладости. Пойду покажу, какие. Мне как-то веселее даже их поснимать. Признаюсь честно. Прикольно. Вот так называется фабрика. The Field. Слушайте, красиво. Смотрите, здесь как цивилизованно все. Да, как все, наверное, ага. Второй этаж есть. Так, что есть в магазине? Я должен просто это снять, раз уж я начал эту тему. Тут везде ценники есть, да? Цены недорогие. А ну цена почем здесь? Ну 200, вот 1000. 200, ну здесь вы посмотрите пакован. Очень круто, даже на подарок, красиво упаковано. Да, зеленые чайки. Это с ароматом? Нет, это чистый. Чистый, да, без ароматов. Цены хорошие здесь? Это мелкий. Да, тут хороший чай. Хорошие да. цены, да? Самый мелкий. А, это самый мелкий. Лучше с молоком. А почему? С молоком. Почему? Потому что он крепкий. Чтобы вкуснее было. Да, если Просто чтобы... вкусный, сильно то- терпкий, да, терпкий, не да. горький. Понял. Лучше с молоком. Красивые упаковки, смотрите, на подарок очень красиво, да? Да, да, да. Что скажешь ты как специалист, да, местный человек? Многие говорят, проще купить в супермаркете, дешевле, Хорошо, или на супермаркет. фабрике. Объясни. Как просто объяснить людям? Хорошо. Вот. У нас обычный фабрика продает хороший чай. За туристами. Хорошо, объясни местным людям. Тут Здесь не только покупают. богато людей покупают здесь. Он здесь чуть дороже, Чуть дороже обязательно. но Чуть качественный. дороже. Но хороший чай. Хорошо. Мелкий, Мелкий. мелкий. Он недорогой. Так. Ты сам Я понимаю, да, смотри, да. вот это вот. 400 грамм примерно. Тут 1000 рублей. 1000 рублей. Вот это Это, хватит. это много, это хорошая цена и много, на первый мой взгляд. Мы хотим такой, поэтому он недорогой, и мы всегда, примерно каждый день, 10-12 раз мы чай пьем. Мы Есть тоже например, часто да. пьем. Мы Вот. тоже. А зеленый можно много раз заваривать. Нет, Нет? один раз. Один раз? Да. Белый золотой можно много раз. А мы 4 раза. зеленый 4 раза. И китайцы заваривают по 100 раз. Китайцы тоже 4 раза заваривают. Может быть, это другой чай? Вот, короче, вот такой. Поэтому супермаркет продает вот такие.
Хорошо? Так, почему здесь покупать лучше? Потому что здесь он точно хороший, точно качественный. Да. И цена может быть немножко выше, но незначительно выше. правильно? Я тебе покажу. Чашку грамм. Блин, магазин прикольный, красивый такой. Прям все дорого выглядит. Дорого-богато. Тут вообще прям лакшери какой-то. Ага, с ароматизаторами. Потому что здесь вот, ты какой сам Блин, ну прикольно, смотрите, совсем чем только можно. А ты что хочешь показать? Нет, что-то? я А просто- масала есть? Масала есть. Масала да. ти есть? Ну, масала есть. О, Оля любит. такое. Смотри, много места есть чай, а ты сказали супермаркет тоже. Да-да-да. Вот. Там место есть, и когда ты понюхаешь, да? Мгм. Запах есть. Да. А когда ты Завариваешь? а там нету вкус, либо Я понял. запах. А тут То есть ароматизатора химии много, Химии много. а чая хорошего а мало. тут ты смотри, видишь, вот, видишь, Да, тут да, прямо да. есть цемент, видишь? Да, да, да. Натуральный. Мгм, Вот, мгм. вот так, хорошо? Это масала, да? Это масала, да. Ну, вкусно, пахнет классно. Прям мы были, да, чуть в другом, там чуть попроще как-то все было. Ну, тут у нас есть, там на рядом берегу тоже много магазинов, есть чайный магазин. Мгм. Вам, если хочется, я не говорю, это мусор, но... Простого, не самый другого, хороший, я хорошо, понял. вот. Без проблем, А там мы- дешево. А мы чай из этой фабрики можем купить в другом магазине, встретить на Шри-Ланке. Именно этот чай продается в других магазинах? Нет, нет, Только здесь? Только здесь, да. А, только Но здесь. есть похоже, но вот похоже только здесь. Именно этот бренд только Да. здесь. Все, я Бренд понял, здесь. я понял. Жена масала ти, вон нюхай, иди. Вон коричневый стоит. Ну, не знаю, очень интересно, даже красиво поснимать, знаете, так все круто оформлено. Молодцы, поработали, то есть явно дизайнер здесь руку приложил, потому что мы видели и попроще вообще варианты, которые, ну, очень просто выглядят. А здесь прям хочется взять и кому-то это подарить. Ну, очень красиво, смотрите. Ну, вот такого типа много было раньше, мы встречали. Ну, как-то все чуть старомодно, мне кажется. Кому-то, может, и понравится. Мне больше нравятся вот такие вот дизайны. Мне кажется, они более современные, какие-то красивые. Здесь всех вариантов вкусов, которые вы можете представить. Снимать подробно не буду, чтобы не затягивать. И так слишком уже, наверное. Это уже точно, все, точно уже заканчиваем экскурсию на чайной фабрике. Напоследок нам дают попробовать чай черный. Можно было взять десерты, я не покупал, так как мы будем скоро обедать. Мы приехали на место, где были 4 года назад, где Оля стояла здесь и говорила, что здесь просто фотообои и картинка. Я не Конечно верила же, своим это по ту сторону. Но я сейчас вам это покажу. Ну что, фотобой. Красиво вообще, да, и вот там красиво, смотрите. И заодно мы здесь перекусим. Вот такое вот заведение. Вот с таким вот видом. Как тут, блин, не кайфануть. Я не знаю, мне как-то аж кушать не хочется. Шведский стол здесь. Покажу быстренько так. Овощи, какие-то здесь еще кукуруза, яблоки, тунец. Ага, ну, короче говоря, голодные не будем. Хлеб. Рис. Рис с курицей. Хорошо. Чикен. Ага, курица. А здесь вот картошка. Здесь еще рис, блин, тефтель какая-то, каша. Блин. А, вот чипсы. Кофе, чай. Быстро снимаю, потому что, говорят, времени мало, быстро ждем, уезжаем. Все. Но вид. It's amazing, как говорят американцы. Ох, фу. Наелись. От пуза. 1650 стоит с человека такой фуршет. Ну, блин, очень вкусно, классные десерты. Ну, прикольные десерты. Не египетские, не турецкие, когда, знаете, почти все одинаковые. Нас еще в лавку повели, я так понимаю. Ну, интересненько. Ай. Из дерева много поделок. Ну, короче говоря, будьте... Имейте в виду, хотел сказать, что много здесь есть чего прикупить рядышком возле этого ресторана. Hello, good afternoon. Мне всегда вот такие штуки нравились.
когда из корней, которые можно просто выбросить, чаще всего так и делают, они из них что-то, видите, изготавливают. Да, прикольно. Идем наверх? Угу. Погнали. Кажется, не было этой локации 4 года назад. Платформа такая была? Ну, значит, я дурак, не помню. У-ху! Вон водопад. Красиво, смотрите как. Вон еще водопад. Вон еще водопад. Что ты можешь посоветовать людям, которые здесь никогда не были, но... Это, знаете, вот есть такие места, там, вот на Бали, там какие-то локации, вот, ну, другой, в Таиланде есть такие места, там, где нужно вот фотографироваться или посетить их. Вот здесь это именно то место, потому что здесь видно 2 водопада, вон один, Раз, вот второй, 2, 3 вон водопада. третий. И тут самый красивый вид, который я вообще когда-либо видела на Пошли Шри-Ланке. ближе подойдем. Я помню свои эмоции, свои ощущения. Я смотрела, и мне казалось, что я смотрю на фотообои. Зелень поражает своей красотой, сочностью. Не передаст камера вам вот эту всю глубину. Да, это точно. И рельеф все не передаст. Нужно именно сюда приехать и увидеть это собственными глазами. Это цена Турции сейчас поехать на Шри-Ланку. Что ты ответишь тем, кто нам сказал, зачем вы летите второй раз на Шри-Ланку? Вы же там были, а еще много где не были. Шри-Ланка — это очень большой остров, и тут можно 1000 раз быть, и 1000 раз ты будешь в разных местах. Мы так видели там, наверное, 1/100 часть всего этого острова, хотя он на карте вот такой милипиздрический, его вообще не видно. Но он на самом деле очень большой и очень тяжелая локация, добираться туда очень тяжело, по 5 часов едет автобус. И тут еще исследовать и исследовать. Так что исследуйте Шри-Ланку вместе с нами и отдельно, и Без еще нас. круче, чем мы. И лучше самостоятельно, потому что, как Оля сказала правильно, мы не передадим всего того, что мы видим. То, что было на поезде, мы сегодня лицезрели. Просто я понимал, насколько недооценивал я эту экскурсию, поездку. Вот просто на поезде, например, взять. Я видел видео с этой поездки других людей, там, ну, мимолетом как-то попадалось, там, каких-то блогеров, что-то еще. И вообще я не понимал и не осознавал, насколько это круто самому вживую там побывать. То есть настоятельно рекомендую все-таки на Шри-Ланке активничать прямо везде, как только позволяют ваши финансы, силы, посещать все места, которые только сможете. Все, мы сейчас садимся опять в машину и едем куда сейчас? Башни. Амбулю, Это будет последняя локация в нашей двухдневной экскурсии. Потом домой часов 5 ехать. Почему тебя так этот радует? С остановками, с чаепитием будем добираться домой. Мы вернемся поздно вечером, где-то к 10, к 9 вечера. Счастливые, классные, заряженные. Посмотрим, если рано. Как сложится, да? Потому что Просто дорога последние длинная. секунды я хочу показывать. Я не хочу просто все, домой, нет. Я хочу что-то по пути, что показывать. по пути еще что-то посмотрим, если будет что-то интересное. Вид здесь потрясающий. Обязательно сюда приезжайте и наслаждайтесь. Если людей пригласит Лакшан, пойдем с нами кушать, тогда я пойду. Или нет, я... Ну, это я не нравится, мешает. Понятно. Без проблем, любой, сколько хочешь, я могу платить, это без проблем. Просто я, если, где я могу что-то кормить вам, я обязательно буду это делать. У нас людей есть, где, если кокос продавать, я обычно 100 рублей кокос. Обычно место людей 70 рублей продавать, но за туристами 100 рублей продавать. А если я гид, я вам рассказываю, вот хороший кокос, давай 300 рублей. А ты веришь мне, я говорю, давай, мы покупим. А я там берет комиссию 200 рублей. Понятно. У нас такие люди тоже есть. Есть. Но я так сам не хочу делать. У нас комиссия маленький, чуть-чуть маленький. Сейчас Это нормально. Это нормально, это везде так есть. Но это не там, если что, ты покупаешь там 50%, либо 80% комиссия, такое место тоже есть, но я никогда не. Поэтому у меня все экскурсия, работа через рекламу. У меня нету там ничего, понимаешь, да? Если я вам делаю очень хорошее, если тебе понравилась экскурсия, а ты будешь дальше рекомендовать. Да, это правильно. Сарафанное радио. Сарафанное радио, вот, да. я хочу Лучшая это. реклама. Да, И я сам не хочу плохой кармы. Если обманывать людей и берет все вот так,
Поэтому я говорю, я не как гид, я не как водитель, я как друг. Едем на остров. Путешество Лакшаном как друг. Правильно, отдыхаем. правильно. Вот так. Получаем удовольствие от общения с Вот. людьми. Правильно все говоришь, правильно.